Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чтобы все было хорошо сегодня, полюбуемся Чангуком и Тэхёном. Девятое место. Он решил бороться за место рядом со своим мужчиной. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Вегу в огне», как одна ведьма бросила снаряд, а Тэхён вышел с огнеметом. План на 2026 год под угрозой? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? У вас есть комментарии? Седьмое место. Безопасное место Тэхёна. Шестое место. Поведение пары. Необходимость быть рядом с ним. Это был поцелуй. Пятое место. Проверка успешно пройдена. Четвертое место. Забота. Когда Чангуку было плохо, Тэхён не сводил с него глаз, а после исполнения очередной песни показал ему столь нужный знак, чтобы поддержать. «I love you» — слова, которые способны сделать тебя сильнее, даже в моменты, когда, казалось бы, сил совсем не осталось.
Третье место. Новости. Тэхён в Инстаграм. Это часть личного повседневного диалога, где я выразил сочувствие, поскольку это был знакомый мне человек. У меня нет абсолютно никакого намерения становиться на чью-либо сторону. Однако меня очень смущает и озадачивает тот факт, что этот разговор был представлен как доказательство без моего согласия. Любовь всей нашей жизни, сегодня вечер скучания по Чонгуку. В Джапана статье. Интервью. Генеральный директор Хаблот, назначивший Чонгука глобальным послом бренда, рассказывает о причинах и целях этого решения. 12 февраля швейцарский часовой бренд Хаблот объявил о назначении Чонгука своим новым глобальным амбассадором. В тот же день Чонгук появился на вечеринке Хаблот в Сеуле, где заявил перед многочисленными представителями СМИ из Кореи и других стран: «Для меня большая честь стать глобальным амбассадором Хаблот, который отличается своей уникальностью, креативностью и инновациями». Почему бренд, который в последние годы активно сотрудничал с топ-спортсменами и визуальными художниками, решил привлечь Чонгука, чья основная сфера деятельности – музыка? Чонгуку несказанно повезло. Корейские СМИ критикуют Мин Хи-джин и Hype за использование посторонних артистов в качестве инструмента в их конфликте. Однако, поскольку личные разговоры Ви используются в качестве инструмента в судебной тяжбе независимо от его собственных намерений, критика усиливается, и конфликт между Hype и бывшим генеральным директором Мин распространяется даже на посторонних артистов. Язык Тэхёна способен доставить наивысшее удовольствие. И Чонгук прекрасно об этом знает, каждый раз теряя контроль над дыханием, когда мягкость и уверенность сплетаются, стремясь доставить безграничное наслаждение. Законно ли предоставлять доказательства без согласия из Какаоталк, где находится аккаунт Тэхёна, который оказался втянут в спор между Мин Хи-джин и Бан Ши-хёком? Можно ли представить в качестве доказательства частные разговоры со знакомыми без их согласия? Практические решения для предотвращения нарушений закона о защите персональных данных в условиях противоречивой судебной практики. Тэхён оказался втянутым в неожиданный юридический скандал. Переписка между ним и Мин Хи-джин в Какаоталк была представлена в суд в качестве доказательства без согласия Тэхёна в ходе судебного разбирательства, и суд принял ее в качестве доказательства. Когда ситуация стала известна, сторона Ви немедленно изложила свою позицию.
Что касается разговора, Ви заявил, что это была часть частной, повседневной беседы со знакомым, и что он не намерен принимать чью-либо сторону, четко заявив о своей нейтральной позиции. Он не скрывал своего дискомфорта, заявив, что его особенно смущает тот факт, что рассматриваемый разговор был представлен в качестве доказательства без его согласия. Этот инцидент выходит за рамки простого происшествия. Он поднимает важный юридический вопрос, с которым может столкнуться любой современный человек. Могут ли мои разговоры в ККА-Талк без моего согласия быть представлены в суде в качестве доказательства? В данной статье представлен четкий анализ сложных правовых взаимосвязей, позволяющий даже читателям без предварительных знаний легко понять и отреагировать на вопросы, рассматриваемые в этом деле. Законно ли предоставлять доказательства в суд без моего согласия? В заключение следует отметить, что в гражданском процессе предоставление противоположной стороной в суд в качестве доказательств переписки в ККА-Талк без согласия Ви в принципе допускается в соответствии с законом о гражданском судопроизводстве. Согласно статье 289 Закона о гражданском судопроизводстве, стороны судебного разбирательства могут свободно запрашивать доказательства, необходимые для подтверждения своих требований. Если одна из сторон разговора на законных основаниях владеет содержанием разговора, в котором она участвовала, предварительное согласие любой третьей стороны, фигурирующей в содержании разговора, не требуется для использования его в качестве доказательства в судебном процессе. Вопрос о том, будут ли представленные доказательства фактически использованы в судебном процессе, полностью зависит от суда. Согласно статье 290 Гражданского процессуального кодекса, суд не может рассматривать доказательства, запрошенные стороной, если сочтет их ненужными. В данном случае суд принял переписку в ККА-Талк в качестве доказательства, поскольку счел ее релевантной рассматриваемому вопросу и имеющей доказательную ценность. Тут Чангук выпал из кармашка. Ян Хапнюс сообщает о методах управления толпой во время выступления BTS на площади Кванхвамун в Сеуле. 20 февраля Сеульское управление полиции объявило о введении режима виртуального стадиона в районе площади Кванхвамун для обеспечения безопасности во время камбэк-концерта группы. Полиция будет действовать так, будто на площади находится огромная спортивная арена. Территория будет ограждена, а доступ зрителей будет строго контролироваться через специально оборудованные проходы. Минутка умиления прядкой Чангука. Полноцветная коллекция Тэхёна была распродана в течение нескольких часов после анонса. Эффективность компании Тэхёна в очередной раз доказала свою состоятельность. Призм Хигликтер Duo от Тиор был мгновенно распродан во всех цветах после анонса. Новый продукт Тиор, глобальным амбассадором которого является Тэхён, был распродан сразу после выхода. 17 февраля Тиор опубликовала в своих официальных социальных сетях фотографию Ви, держащего продукт, с подписью «Смелый, но в то же время нежный призм Хигликтер Duo, дополненный глобальным амбассадором Тиор». В
течение нескольких часов после анонса все цвета на официальном глобальном сайте Dior были распроданы. Призм Higlictor Duo – это косметический продукт, который подчеркивает объем, четко выделяя контуры лица. После публикации фотосессии Ви интерес к продукту резко возрос, сделав его новым популярным товаром. После выбора Тэхёна в качестве своего амбассадора, Dior добился успеха со своим флагманским продуктом – тональным кремом Mask Fit Red Cushion. Продукт получил награду «Корейский победитель» в категории «Лидеры K-Beauty» на премии L-Beauty Awards 2026. Более того, благодаря компании Тэхёна, Dior стал первым корейским брендом тональных кремов в формате кушон, занявшим первое место в общей категории косметики на Amazon. По состоянию на середину декабря 2025 года компания также установила рекорд, имея 2 продукта в топ-100 категории косметика и декоративная косметика на Amazon, что является наибольшим показателем среди корейских косметических брендов. Тэхён так мило реагирует на то, что его голос сорвался. Дип-магазин в Инстаграме. Платок, король многофункциональных аксессуаров, вновь в моде. Вы когда-нибудь замечали, что платок, который годами пылился в шкафу у вашей мамы, внезапно стал актуальным? В 2026 году, в весенне-летнем сезоне, дизайнеры начали переосмысливать этот аксессуар. Теперь платок может быть не только элементом прически, но и украшением для сумки. Трансформация платка уже началась. Когда встречаются 2 души, которым суждено быть вместе, слова и объяснения излишни. Поклонники обнаружили, что ресторан, о котором Тэхён рассказывал в своем Инстаграм, поздравляя Хосока с днем рождения, это Adatsa Sushi Los Angeles, японский ресторан в Лос-Анджелесе. Adatsa Sushi La, филиал знаменитого токийского ресторана, был создан удостоенным звезды Мишлен шеф-поваром Хисаси Утацу и предлагает 18 блюд эдо-суши в формате амакасё. В ресторане всего 8 столов, и он сочетает в себе местные сезонные продукты с японскими ингредиентами, создавая утонченную и уютную атмосферу роскоши. Тот самый легендарный стул Чангука. Кей-поп разрушает границы и переосмысливает глобальный культурный капитал, интерпретируя традиции через призму Hip Tradition, где наследие – это уже не музейный экспонат, а современный культурный код. Чангук популяризировал повседневный ханбок, а также подарил его модернизированную версию британской группе Coldplay. Это показало, что традиционная одежда не музейный артефакт, а модный образ, которым восхищается глобальное поколение МЗ. Чангук больше, чем просто глобальная поп-звезда.
Он один из самых узнаваемых символов современной Кореи. Через него традиция звучит естественно и современно, а интерес к нему часто перерастает в интерес к языку, культуре и истории страны. Не случайно в отчете Министерства культуры за 2025 год он вновь был назван ведущим представителем Кореи за рубежом среди индивидуальных артистов, позицию, которую он удерживает уже несколько лет подряд. Безумно горжусь им. За каждым успешным мужчиной стоит сильный мужчина, который отдал всю свою силу ради него. Продюсер Sleep Diz, работавший над песней My Time, поделился, что очень надеется увидеть сольное исполнение My Time Чонгуком в туре BTS. Он сказал, что для него это было бы настоящим чудом или невероятной удачей, если бы Чонгук исполнил My Time. И добавил: если это случится, просто оставьте меня там, где я буду. Просто дайте мне немного полежать. Просто дайте мне. Я могу расплакаться. Просто оставьте меня в покое, не снимайте. Если Чонгук действительно включит My Time в сет-лист тура BTS, это будет по-настоящему особенный момент и для продюсера, и для всех нас. Те самые просто друзья. Корейцы часто собираются с семьей перед праздниками и вместе готовят различные виды чон, пикантных блинчиков, чтобы потом есть их во время праздника. Автор поста рассказал: во время приготовления чон моя мама, глядя в газету, спросила: «Это не Ви?» Я посмотрел, и Тэхён действительно был в газете. Моя мама сказала, что даже профиль Ви красив. Для справки, эта газетная реклама была наградой за победу в голосовании Фэнкаст. Когда Чонгук хочет сделать проект, он либо целует, либо трогает татуировку Ви. Если что, Чонгук не принимает ничьих поцелуев, кроме Тэхёна. Эффект Чонгука. Такие красивые руки Чонгука.
Это действительно настолько высокая планка, что разве можно думать, что Тэхён мог выбрать кого-то другого? Харпер из Базар Синапор в Инстаграм. Наши любимые кей-поп айдолы демонстрируют разнообразие в своих коллекциях украшений. Хотя они могут быть известны тем, что носят одни из самых роскошных украшений на рынке, некоторые из их изделий на самом деле доступны по цене и пригодны для повседневной носки. Перейдите по ссылке в профиле, чтобы узнать, что айдолы имеют в своих коллекциях. В эту подборку вошел Тэхён с браслетом Celine. Тэхён надел этот регулируемый браслет Celine с кожаным шнуром, украшенный фирменным логотипом Triumph, на показ бренда в Париже так, чтобы это выглядело не вычурно и не небрежно, скорее напоминающим непринужденную атмосферу клипа Slow Dancing, чем что-то вычурное, созданное для первого ряда. Давайте все-таки не будем забывать о том, как это просто любить его. Это милая привычка Тэхёна. Второе место. Это так интимно. О, да, он постоянно таким взглядом Тэхёна оглядывает. То, как Тэхён смотрит на Чангука. Первое место. Случился поцелуй, косвенный. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения,